Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня предлагаю вам связать вместе со мной вот такие замечательные пинетки. Очень просто вяжется, и связать их может любой новичок. Пряжу я взяла вот такую Картопа Флора, 230 метров в 100 граммах, 100% акрил. И крючок 3,5 миллиметра. Для начала нам необходимо приготовить 4 вот таких подошвочки. Как их связать, тоже это очень простой процесс. Вы можете посмотреть в отдельном видео у меня на канале. Поэтому я повторяться не буду. Просто берете, вывязываете вот такие 4 подошвочки, и дальше вяжется все еще проще. Когда подошвы готовы, мы их связываем по 2 штуки. Подошва у нас будет двойная. Складываем изнаночными сторонами одну пару и вторую пару и связываем соединительными столбиками. При соединении подошв просто вводим крючок в петлю первой подошвы и то же самое во вторую подошву. И вот петля к петле вот так провязываем соединительными столбиками обе подошвы по всей окружности. Конец нити можно сразу же спрятать между подошвами, чтобы он не мешал. Вот таким образом провязываем всю подошву. Соединительный столбик, снова соединительный столбик. И 2 подошвы мы связали. Ниточки, которые у нас есть в конце нити, мы прячем сразу между подошвами. Вот так это делается. Получается у нас плотная подошва, и довязываем до конца. Теперь подошва готова. Делаем то же самое со второй подошвой и затем начинаем вязать вверх. Набираем цепочку из 26 воздушных петель. Вот набрали цепочку, теперь в первую петлю от крючка начинаем вязать столбики без накида. Вяжем в каждую петельку столбик без накида. Это у нас будет первый ряд. Всего у нас будет 5 рядов. Провязываем до конца ряда. Второй ряд начинаем с одной воздушной петли подъема и снова вяжем столбики без накида весь ряд. Провязываем второй ряд, третий ряд начинаем с 2 воздушных петель подъема и будем вязать уже столбики с одним накидом. Начиная с первой петли, в каждую петлю по одному столбику с одним накидом. Вяжем третий ряд до конца столбиками с одним накидом. Вот заканчиваем ряд. И теперь у нас получилось 3 ряда. 2 ряда столбики без накида, 1 ряд столбики с одним накидом. Довязываем еще 2 ряда столбиками без накида. Всего у нас должно получиться 5 рядов.
Провязали 5 рядов, и первая деталька у нас уже готова. Начинаем вторую деталь. Конец нити здесь обрезаем, она нам больше не нужна. И приступаем ко второй детали. На вторую деталь набираем цепочку из 53 воздушных петель. Вот набрали цепочку 53 воздушные петли и будем вязать эту деталь аналогичным способом. Будем вязать 5 рядов. 2 ряда будут столбики без накида, 1 ряд столбики с одним накидом и 2 ряда столбики без накида. Всего 5 рядов. Провязываем все 5 рядов, и вот теперь вторая деталь у нас уже готова. Подошва. И вот такие 2 детали, это и есть наши пинетки. Я хочу еще немножко их как бы освежить, потому что можно оставить их однотонными. Но я хочу отделать край белой нитью, поэтому по краю с 2 сторон в каждой полоске я провязываю столбики без накида белой нитью. Мне кажется, они так будут посвежее выглядеть. Но это уже на вкус каждого, зависит от цвета пряжи, от ее качества. Может быть, стоит некоторую пряжу оставить просто однотонным цветом, тоже будет смотреться неплохо. Вот так обвязываю с обоих сторон. И теперь приступаем к прикреплению этих деталей. Отметила маркером центральные 10 петель, боковые по 7 петель, по 6 петель и на пятку оставила. И вот длинная вот эта деталь, она будет прикрепляться к пятке вот таким образом. От первого маркера до второго. И потом после этого будет прикрепляться вот сюда, где 7 петель в передней части на другой стороне. Вот так, как я показываю. Вторая деталь будет прикрепляться с другой стороны, где вот 7 петель отмеченных, и застегиваться сбоку за заднюю часть. Крепим первую длинную деталь, убираем маркеры. И вот здесь, где у нас было отмечено 7 петель, мы сюда сейчас привязываем. Я беру белой нитью, потому что у нас белая отделка, и столбиками соединительными начинаю прикреплять эту деталь к подошве. Крючок завожу в первую верхнюю подошву и вынимаю его между подошвами. И вот туда я буду протягивать нить, чтобы с подошвы самой с другой стороны не было видно вот этой белой нити. Поэтому между подошвами будет протянут стежок этот. Вот таким образом это делается. Нить абсолютно не видно ни с самой подошвы, ни в боковой части, она просто прячется. А сверху получается такой белый кант. Конечно, такой вариант, он не очень удобный, но если вы вяжете однотонные пинеточки, то будет вообще легко. Можете сквозь 2 подошвы просто продевать.
Обвязываем так подошву, прикрепляем эту деталь, дальше вяжем по подошве до следующего маркера. Вот когда мы дойдем до следующего маркера, вот здесь мы уже начнем прикреплять вторую деталь. Маркер убираем, берем вторую детальку, она у нас короткая, и прикрепляем здесь одну сторону этой детали. Вот обе детали передом мы прикрепили. И дальше сейчас уже будем двигаться к задней части. Обвязываем до следующего маркера. Маркер убираем. И теперь необходимо нам эту деталь выложить. Надо посмотреть, чтобы одинаково лежала она впереди. Больше не оставалось, примерить на пяточку, выровнять ее и найти место, которое необходимо прикрепить. Вот с этого места начинаем прикреплять вот эту заднюю часть. Здесь я вынимаю из петли крючок и через деталь вытягиваю эту петлю на лицевую сторону. И дальше продолжаю делать то же самое. Обвязываю эту пинеточку и привязываю заднюю часть до конца. Все, закончили привязывать. Теперь доходим до конца ряда, то есть там, где мы начинали обвязку белой нитью, и уже там обрезаем нить. Ну вот, в принципе, и все. Такие простые пинеточки, они практически готовы. Сейчас я вам еще покажу, как я прячу вот эти вот хвостики нити. Забираю эту петельку, которая у нас осталась, вот сюда между подошвами. Обрезаю здесь нить. И затем прячу эти обе ниточки вот сюда между двумя этими подошвами. Осталось теперь прикрепить какую-нибудь застежку, можно пуговку, и здесь не нужны никакие отверстия, потому что у нас провязан ряд столбиками с одним накидом, туда маленькая пуговка войдет в любое отверстие на любой размер. Я хочу прикрепить белую кнопочку. Ну и сейчас надо замерить, что у нас получилось по размеру. Я вязала на 11 сантиметров подошвочку. Это где-то 7-8 месяцев ребенку. И вот замеряем. Ну, вообще получается ровно, абсолютно 11 сантиметров. Все хорошо.
Вот сейчас прикрепляю кнопочку. И все, и в принципе изделие готово. Скажу вам, что выглядят пинетки просто удивительно. Друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на наш канал. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. До новых встреч!